Вот взгляните-ка. Солнечный символ на месте преступления явно выложен неправильно. Да. И что, по-вашему, из этого следует? Что черемисы не убивали Кузьмина и не отрезали ему голову. Но вы сами подумайте. В подобном ритуале каждая мелочь имеет значение. Одна ошибка, и жертва напрасна. Да, значит, это сделал кто-то другой. Не стоит забывать о Турчининове. Он, мне кажется, не мог убить, несмотря на то, что у него был мотив. Хотя он мог сделать это чужими руками или что-нибудь в этом духе. Нужно проверить его алиби. Да. Что выбираете, покерный клуб или деревню? Ну, покер – это больше по вашей части. Хотя давайте проверим. Орел? Деревню. Покерный клуб? Решка. Что тут у вас? Утоплю, ваше благородие. Стой ты, утоплю. Какой славный мышонок. И куда ее? В кабинет. Поживет с нами пока. Николаю Васильевичу это точно не понравится. Ну, а что там с монетой? Вы в деревню? Хорошо. Анна Викторовна, доброе утро. Доброе утро, Иван Евгеньевич. Позвольте. Благодарю. Тяжелый. Путь не близкий. А что вы скажете, если вас спросят, куда вы направляетесь? А я попрошу вас сказать, что это ваше, если вы не против. Конечно. Значит, все вы, господа, играли в покер 17 числа в доме у господина Мицкевича. Повышаю. С нами еще был господин Турчининов. Поддерживаю. Поддерживаю. Но это мне известно, в котором часу закончилась игра. Поддержу. Я тоже. Разошлись мы поздно. Около часу ночи. Повышаю. Я прошу вас, господа, вспомнить, это важно. Отлучался ли господин Турчининов из-за карточного стола в тот вечер? Все мы отлучались время от времени. Ну, хоть и ненадолго. Ну, это я понимаю. Все могли отлучаться на несколько минут, но, возможно, его не было более продолжительное время. Пас. Нет, Турчининов, насколько я помню, надолго не отлучался. А вот хозяин дома одну партию пропустил. И как долго его не было? Минут 30. Я в игре? А я тоже отлучался в это время из комнаты и слышал, как Александр ссорился с дочерью на втором этаже. Кричал, что не потерпит. Грозился кого-то выгнать из дома. Когда он вернулся за стол, был бледный. Руки его слегка тряслись. Но потом ничего, успокоился. Поднимаю, господа. Благодарю вас, господа. Вы мне очень помогли. Ну что же, вы не будете доигрывать? И правда, господин штурман. Флеш-рояль. Честь имею, господа. Ваше благородие. Здравствуй, Арсений. Твой дом? Да, мой. Один тут живешь? Один. Не против, если мы осмотримся? Да, конечно. Обыщите дом. Ну что, Арсений,
Где ты был позавчера вечером? Тут был дома. Кто-то может подтвердить? Нет. Плохо, Сеня, плохо. Плохо ты живешь. Забор покосился. Калитка он хлипкая вся. Так я починю. Угу. Вот, ваше благородие. За печкой нашли. Чье это? Мое, я теленка разделывал. Теленка? Может быть, ты людям головы рубишь? А может, рубишь? Нет. Участок его. Давай ложечку одну. Вот, умница мой сладкий. Ти лактизу. Юзотей. Я не понимаю ничего. Юзотей. Вставайте, что вы? Она говорит, ты волшебница. Сына спасла. Как отблагодарю? Не надо никак. Послушайте, у сына у вашего болезнь. Называется эпилепсия. Но с ней жить можно, лечить только нужно. К доктору будете приводить, и лекарства вам сейчас. Все сделаем, все исполним, как ты сказал. Юза, ты. Вот, держите. Вот это лекарство 3 раза в день по столовой ложке. Понятно? Спасибо. Храни тебя Бог. Храни тебя Бог. Да перестаньте. Мальчик у вас славный. Хороший мальчишка. Вот, возьми, это все, что у нас Да вы есть. с ума сошли, уберите. Перестаньте. Мальчика забирайте, лечите. Убирайте. Ты не хочешь деньги, скажи, что надо, мы все отдадим. Не надо ничего. Мальчика забирайте, лечите, и через неделю приведете. Поняли? Иди ко мне. Шарталишу. Золотое сердце. Ой, золотое. Сына спасла. Давай я тебя погадаю, а? Не надо. У нас в семье все женщины хорошо гадают. Да не надо мне гадать. Ну, давай. Не надо, ребенка несите. Давай, сына спасла. Юзу, ты сына спасла. Только правду давай. Хорошо. Ай. Выбор перед тобой. Плохо выберешь, всю свою жизнь погубишь. 100 раз подумай. Я уже подумала. Что тебе надо от меня? Их ведь уже отпустили. Мой убийца на свободе. Помоги найти его. Что я должна делать? Как его искать? Карта расскажет правду. Какая карта? Значит, у него нашли окровавленную сорочку и топор? Да, а также зерно и скот, украденный у черемисов. В убийстве он пока не признается, но, думаю, посидит в камере, запоет по-другому. А вам удалось что-нибудь выяснить? Игроки подтвердили, что Турчининов из-за карточного стола не отлучался, а вот Мицкевич из комнаты выходил. Один из них слышал, что тот ссорился с дочерью, кричал, что выгонит кого-то из дома. Его не было около получаса. А ведь этого времени вполне достаточно, чтобы поссориться с дочерью, дойти до рощи и убить Кузьмина. Предположим, он совершил убийство в состоянии аффекта, а потом… А потом вернулся на место преступления, отрезал голову несчастному для того, чтобы выдать убийство за ритуальное. Чудовищно. Гипотеза вполне правдоподобна. Надо срочно ехать к Мицкевичу. Совершенно порочная женщина. Марья Тимофеевна, извините, что я без…
Алексей Егорыч. Вы сегодня весьма смело. Вам нравится? Вы меня сводите с ума. Прошу вас, ну хотя бы один поцелуй. Милый Алексей Егорыч, я только что нанесла помаду. Я очень спешу. Вы уходите? А куда же? Меня ждут в фотоателье. Мы должны сделать портрет на фронтиспис романа. И я должна выглядеть очень эффектно. Так значит, помада для фотографий. Ну, разумеется. Ну хорошо, я подожду вас. Нам еще нужно разочек пройтись по 22 главе. Боюсь, сегодня не получится. Я вернусь поздно и буду совершенно разбита. Позировать это так утомительно. А вот и Донна. Голубушка, поставь букет в вазу и напои Алексея Егорыча чаем. Как скажете, барыня. Мой милый друг, я жду вас завтра. Чаю, сударь. Да, это правда. В тот вечер я поссорился с Ольгой. Я хотел потребовать, чтобы она немедленно прекратила свои отношения с Кузьминым. И почему же вы были так настроены против ее брака? Признаюсь, сначала Евгений Львович нравился мне, пока однажды вечером мы не разговорились о политике. И кем же он оказался? Народником? Это я бы пережил. Хуже. Выяснилось, что он поклонник Маркса, социал-демократ, как он изволил выразиться, принялся разъяснять мне неизбежность революции и упразднение самодержавия. Мог ли я после этого благословить его союз с Оленькой? И вы отправились к Кузьмину, чтобы выгнать его? Да. Я собрался потребовать, чтобы он немедленно оставил мой дом. Я пошел к нему во флигель, но его там не оказалось. И я вернулся к игре. А теперь, господа, прошу меня оставить и извинить. Я хотел бы отдохнуть. Да, разумеется. Однако позвольте задать вам еще один вопрос. Ваша правая брючина разорвана. Вы в этих брюках были на игре? Да, в этих. Тогда извольте вспомнить, где вы их разорвали. Присядь-ка, милая. Скажи мне, часто ли барыня стала из дома отлучаться? Да в последнее время чаще, чем прежде. А может, ты знаешь, куда она ездит? Откуда мне знать? Они мне не докладывают. Так, может, у нее еще какие поклонники есть, и она к ним на свидание ходит? Это мне, сударь, неизвестно. Скажу одно. В поклонниках у Марии Тимофеевны недостатка нет. Уж поди и почитатели со всей России пишут. А встречается она с кем или нет, мне неведомо. Нунк эст рекс. И что это значит? Был лягушкой, стал царем. Лопает, лопает. Вы его не перекормите. Аккуратней палец, может укусить, я думаю. Господин Коробейников, вы арестовали моего друга Мицкевича. На каком основании? Ну, во-первых, господин Турчининов, давайте не будем беседовать в подобном тоне. А во-вторых, Мицкевич обвиняется в убийстве господина Кузьмина. Да это вздор! Саша не мог его убить, и я же вам говорил. Я весь вечер провел вместе с ним. И солгали.
Вы не могли не знать, что господин Мицкевич отлучался из-за карточного стола как минимум на полчаса. Все улики против вашего друга. На месте преступления мы обнаружили кусок ткани его брюк. Послушайте, я должен его повидать. Это невозможно. Да бросьте вы! Ну какой в этом вред? Я поговорю с ним, и... Ведь он еще не сделал признание, не так ли? Думаю, вреда и правда от этого не будет, Антон Андреевич. Проводите господина Турчининова к арестованному. Пойдемте. Я вас не понимаю, Яков Платонович. Вы что, сомневаетесь в его вине? Мне тоже трудно представить, как господин Мицкевич отрезает голову бедному этнографу. Однако факты… Господину Коробейникову от госпожи Мироновой. Угу, благодарю. Антон Андреевич, нужно найти какую-то географическую карту. Она укажет на убийцу. Алексей Петрович? Я приехал, как только узнал. Не волнуйся, я вытащу тебя отсюда. Я совершил ошибку. Надо было сразу рассказать, что я виделся с Евгением в тот вечер, и мы повздорили. Но теперь мне уже никто не верит. Считают, что это я убил его. Ну, это же неправда. Я убежден, тебя оправдают. Бедная Ольга. Что теперь с нею будет? Кузьмин убит. Я арестован. Да, я тоже переживаю за ее душевное состояние. Алеша, что же мне делать? Что мне теперь делать? Уезжайте. Продавайте к чертям имение, уезжайте отсюда. Когда все образуется, жизни вам здесь не будет. Да кто же захочет его купить после всего? Я найду покупателя. Цену, конечно, придется снизить, но… Действуйте. Если меня осудят, то у Ольги хотя бы будут деньги на руках, она сможет уехать и начать новую жизнь. Прошу вас, Алексей Петрович, поддержите ее в эту трудную минуту. Можете на меня рассчитывать. Какая волшебная мелодия. Кто это поет? Я не помню, как звали эту певицу. Вы не против? Я не люблю эту арию. Как вам будет угодно. Она навевает на меня меланхолию, а рядом с вами мне не хочется грустить. Последний раз, когда мы с вами ужинали, вы расспрашивали меня о катарах. А почему? Потому что эти двое взяли моду являться мне в моих снах. Гийом Белембаст, последний из еретиков, и его подруга. Анна, с вами не соскучишься. И чего же они от вас хотят? Они рассказывают мне свою историю. Кажется, словно эти двое безумно любили друг друга. До самой своей смерти. Я знаю, ваша душа говорит с вами через образы умерших. Но позвольте мне высказать предположение. Вы сами желаете любви всем своим существом, но почему-то боитесь этого. Почему бы вам не отпустить себя? Чего вы рискуете? Андрей Петрович, вы же обещали быть мне просто другом. Я и есть ваш друг, самый верный и преданный. Вы не можете запретить желать мне большего. Андрей Петрович, простите меня. Я знаю, это я виновата.
Я вас измучила, я сама не знала, чего хотела. Простите меня. Вы все это время действительно были мне другом. Ну, вы так со мной говорите, как будто видите меня в последний раз. Мне пора. Вот атлас, господа. Здесь, похоже, отмечены все ваши владения. Да. Скажите, это почерк вашего отца? Да. Взгляните-ка, Антон Андреевич. Все соседние земли отмечены как купленные кем-то. И, судя по датам, в течение прошлого и позапрошлого годов. Вашему отцу предлагали продать имение? Кажется, да. Но папа не захотел. А теперь, даже если захочет, никто не купит после того, что здесь произошло. Что-то случилось, госпожа Мицкевич? Опять этот человек. Я его уже видела. Он все время ходит вокруг нашего дома. Стой! Полиция! Вон да черт! Что ты здесь делал? Что ты терся здесь? Кто таков? Отвечай! Стойте! Это же часы Евгения. Откуда у тебя эти часы? Это ты его убил, ты! Сударыня, сударыня. В участок его. Давайте я. Господа, ухаживаю. что я хочу сказать? Покидает нас наш многоуважаемый Иван Евгеньевич. Казалось бы, совсем недавно приехал в наш город, а вот теперь уезжаем. Осиротеем мы без вас, батенька. Имейте в виду. Единственное, что примиряет меня с его отъездом, так это то, что миссия новая его ждет. Важная, нужная и благородная. Давайте же все вместе пожелаем Ивану Евгеньевичу успехов на его новом поприще. За вас, Иван Евгеньевич. Спасибо, Александр Иванович. Ну, а теперь по старой русской традиции и от вас несколько слов. Ну, раз традиция, хорошо, я скажу. Во-первых, не плачьте по мне. Особенно вы. Ну, во-вторых, мне было очень приятно приехать и здесь, в провинции, найти столько людей, которые по-настоящему преданы своему делу. Я был горд работать с вами. Вы меня очень многому научили. Доктор, а все же не страшно вам отбывать Туркестан? Ведь там холера бушует. Ну, так, собственно, ради этого я туда и еду. Со злом нужно бороться, какой бы форму оно ни приняло. Вам все ваше здоровье. Будьте здоровы. Эти часы принадлежали Евгению Кузьмину. У тебя-то они откуда? С трупа снял. С какого трупа? Где ты его нашел? Труп как труп, в лесу валялся. Голова у трупа была? Не знаю, с руки снимал. Понятно. Значит, вот что я тебе скажу, друг ты мой милый. Либо ты мне сейчас всю правду расскажешь, как на духу, либо под суд пойдешь за ритуальное убийство. Какое такое ритуальное? А это тебе прокурор объяснит. И уж поверь мне, в тюрьме не отсидишься.
Повесят тебя. Вздернут. Вот все документы по интересующему вас делу. Давайте посмотрим, ваше высокоблагородие. Конечно. Купчая на Волове Лужки. Участок, прилегающий к землям господина Мицкевича с южной стороны. Приобретен 2 года назад неким господином Бежиным. Далее. Деревня Большие Котлы. Это на севере. Куплена 1,5 года назад. И кем же? Похоже, что тем же покупателем. Бежиным. Позволите? То есть получается, что все земли вокруг имения Мицкевич куплены одним и тем же человеком? Выходит, что так. Вы не могли бы проверить? Возможно, есть еще какие-то документы, связанные с этим Бежиным? Разумеется, но, боюсь, на это потребуется некоторое время. Ничего, я подожду. Как вам будет угодно. Стало быть, признаешься в убийстве? Признаюсь. Тут мне денег дали, чтобы я этого. Этнографа? Да, порешил. Кто дал денег? Как звать, не знаю. В роще мы видались. Он говорит, так и так, молодой станет вечером возвращаться, ты его и пореши, и денег дал вперед. Вроде как аванс. Так, хорошо. Рассказывай дальше. Ну, я с ножичком рощи у дороги-то и притаился, стал ждать. Стемнело, когда слышу, идет кто-то. Я уж изготовился, как слышу, с другой стороны еще кто-то бежит. Кто? Не знаю. По голосу будто бы пожилой. Стал кричать, требовать у того господина с дома съехать, дочку в покое оставить. А дальше что было? Дальше, да ничего, старичок-то поскандалил и ушел, а я того-этого порешил. И часы с руки снял. Так. Господи. А у дома Мицкевичей чего замышлял? Мне денег-то не заплатили, а вам только, как говорится. А я видел, что заказчик там у них появляется. Ну, я и захотел его там встретить. Повидаться наедине. Ясно. Нашел, ваше высокоблагородие. Пожалуйста. Что это? Заявка господина Бежина на постройку новой лесопилки? В нашей губернии, господин судебный следователь, всего 2 лесопильных производства. Оба они построены еще в середине века и работают в четверть силы. То есть дело выгодное. Тот, кто построит новую лесопилку… Невиданно разбогатеет. Вы правы. Но однако без земель господина Мицкевича, на которых стоят леса, Бежину не обойтись? Полагаю, что они позарез ему нужны. Благодарю, это ценная информация. Осталось только выяснить, кто такой этот Бежин. Боюсь, в этом я не смогу вам ничем помочь. Это уже к полиции. Разберемся. Анна, как я тебе рада. Здравствуй. Здравствуй. Я пришла попрощаться. Уезжаю. Уезжаешь? Ну куда? Я не могу тебе сказать. И никто не должен знать о том, что я уезжаю. Да, не волнуйся, я никому не скажу. Я напишу тебе, когда доеду. Я буду ждать твоего письма. Прощай. У меня никогда не было такой подруги, как ты. Мы ведь еще увидимся. Конечно. Когда я вернусь, все будет по-другому. Ты будешь замужем, ты будешь счастлив. Ты забудешь прошлое и
передай мою сердечную любовь Антону Андреевичу. Конечно, передам. Анна, подожди. Возьми книгу. В дороге пригодится. Так, Бежены. Бежен Николай, Бежен Никифор, Бежен Иван, Бежен. Да тут Беженых человек 30, не меньше. Ничего, Антон Андреевич, надеюсь, к утру управимся. Да. Бежен Алексей Петрович. Что-то знакомое. Алексей Петрович. Отец Бежен Петр Алексеевич. Мать Аглая Павловна Турчининова. Турчининова. Стало быть, фамилия у него отца, а дворянство по матери. Папка номер 14. В связи с прекращением рода по мужской линии высочайше дозволяется господину Алексею Петровичу Бежену впредь именоваться фамилией Турчининов по матери. Дозволение получено год назад. Вот ведь хитрец. Земли скупил как Бежен, а потом прикинулся Турчининовым и как будто бы не при делах. Как вы думаете, это он? Не сомневаюсь. Распорядитесь доставить его немедля в участок. Сделаю. Угадайте, кого я сегодня встретил, выходящим из церкви? Дайте подумать. Ну, не томите. Нашего нигилиста Скрябина. Что ему там понадобилось? Справка об исповеди ему понадобилась. А справка нужна, чтобы венчаться. Интересно, кто избранница? А вы не догадываетесь? Анна Викторовна. Поедемте к нам. Ваше обвинение смехотворно, господа. Видимо, расследование совсем зашло в тупик. Я не вижу в этом ничего смешного. Для постройки лесопилки вам нужна была земля Мицкевича. И вы планировали получить ее, женившись на Ольге. Но она отказала вам. Полюбила другого, такое случается. Отступать вы были не намерены и решили убить двух зайцев одним выстрелом. Избавиться от соперника и разыграть чудовищное ритуальное убийство, после которого земля досталась бы вам за бесценок. Господа, но совершенно забыли про алиби. Я никуда не отлучался в то время, когда убивали несчастного Кузьмина. Вы убили его чужими руками. А после того, как закончилась игра, пошли в лес, нашли тело и вот этими вот руками отрезали голову. Положили ее на красный камень рядом с символом, который должен был указать на черемисов. Вот только символ вы выложили неверно. Солнце идет с востока на запад. А не наоборот. У вас нет никаких доказательств. Приведите арестованного.
Боже мой, я не могу поверить. Мне надо было сразу насторожиться, когда она так легко отказалась от своей идеи. Барыня, вещи Анны Викторовны пропали. И вот, нашла за зеркалом. Дорогие мама и папа, я выхожу замуж за господина Скрябина и уезжаю с ним в Туркестан. Не держите зла. Люблю. Ваша Анна. Господи, вы были правы. Господа, я умоляю вас, сделайте хоть что-нибудь. Остановите ее, если это еще не поздно, господа. Мы сделаем все, что в наших силах. Присмотри за барыней, пойдем. Господа, я умоляю вас, остановите ее, господа. Этот человек заплатил тебе за убийство Евгения Кузьмина? Да. Едем. Поздравляю, господа, поздравляю от всей души. Такое сложное дело раскрыли в 3 дня. Рады стараться, Николай Васильевич. Однако, господа, позвольте раскланяться. У меня сегодня еще есть дела. Ну, разумеется, только какие-то такие дела на ночь глядя. Моя тайна, моя пленница. И ежели я выпущу ее, то сам стану пленником. Или вы считаете, что у меня не может быть личных дел? Ну, если личных, не смею задерживать. И вы знаете, очень рад слышать от вас такое. Давно хотел услышать. Спокойной ночи, господа. Доброй ночи. Как-то я сразу не догадался, что у Коробейникова появилась дама сердца. А вы наверняка что-то слышали, Яков Платоныч? Поделитесь. Должен вас разочаровать. Антон Андреевич не делится со мной своими тайнами. Ну да. Ему бы нужно уже сейчас о новой квартире подумать. Вот ведь я знаю его. Явится ко мне и скажет: господин полицмейстер, желаю вступить в законный брак. А молодым жить негде. Так что, Яков Платоныч, если что узнаете, шепните. Ну что ж, за вас. Господа, что стряслось? Господин Трегубов, моя племянница похищена. Что вы сказали? Не обещался ли Иси иной невесте? Не обещался, отче. Не обещалась ли Иси иному мужу? Не обещалась. Я признаюсь вам, господа, в замешательстве. Если Анна Викторовна решила сочетаться браком с кем бы то ни было, полиция не вправе ей помешать. Мы полагаем, что она была похищена этим Скрябиным. Ну вы же сами сказали, что она написала письмо родным. Это сейчас абсолютно не важно. Нужно принять меры и задержать их обоих.
Вы уже были в больнице? Да, говорят, Анну видели, садящуюся в какой-то экипаж примерно час назад. Они наверняка отправятся в Петербург, но сперва венчание. Скажите, где в Затонске могут обвенчать тайно? Ну, тайна. Есть одна церквушка на окраине города. Там отец Амвросий входит в положение тех, кто хочет венчаться без родительского благословения. Но посылать людей туда я не имею права. Анна Викторовна совершеннолетняя. Если вам угодно проявить принципиальность, обойдемся без вас. Мне хватит своих полномочий. Господа, вы со мной? Да. Обручается раб Божий Иоанн, рабе Божией Анне, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Обручается раба Божия Анна, рабу Божьему Иоанну, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Остановитесь, батюшка.